Алтай. Мы покажем его плюсы и минусы. Сегодня скажем богу смерти. Да пошел он! Началось, да? Рафтинг, водопады и подъем на лошадях в горы. Сколько стоит активный отдых на Алтае? Ты как на свидании в Тиндере. Ты у меня точно первый. В этот раз я не вру. Просто дорога или главная достопримечательность? Чуйский тракт. Как сделать лучшие кадры для соцсетей? Теперь она входит в топ-10 самых красивых дорог мира. И оно ведь понятно почему. Сувениры, мед и мясо морала. И почему кедровые орехи лучше купить в Москве? Это вот выход из проблемной ситуации. Из любой. Да. И гарантия есть. Надо верить. Цены и комфорт в путешествии, как и чем встречает Алтай. Смотрите далее в специальном репортаже, что такое туристический Алтай. Насколько я понимаю, Илон Маск, наверное, не пропускает ни одного выпуска специального репортажа. Но в этом для него будет прям пасхалка. Ночной перелет как машина времени. Уснул в одном городе, просыпаешься в новом. Моему продюсеру Ване Кузнецову повезло больше. Он спит у иллюминатора и еще даже не подозревает, что до посадки минуты. Время 8 часов 55 минут. Разница во времени между Москвой и Горно-Алтайском плюс 4 часа. Наши коллеги в столице еще явно спят, а мы прямо с самолета выдвигаемся на рафтинг. Прошло около часа, как мы прилетели, и вот мы уже у реки. Сейчас у нас будет сплав. Инструктор дает свои советы тем, кто только-только первый раз сегодня возьмет в руки весло. Ну, видимо, таким, как я. Нас ждет 3-часовой сплав по горной реке. Мы спускаемся на Катунь. Вы же знаете, что существует два Алтая. Так вот, эта река делит его на Алтайскую республику и Алтайский край. Вы в таком месте кого-нибудь теряете? В таком нет. Нет? Это же так. Плюшечка. Сейчас дальше мы поедем, там посмотрим. Это еще не самый максимум. Да, мы идем еще на лайтовой части. Капитан нашего водного транспорта Денис. Летом он работает в туризме, зимой – кальянщиком. На Алтае многие живут в таком режиме. Зимой возвращаются к привычным и даже офисным будням. Сейчас прям все начинается хардкор. Все, хардкор начинается, да. Сегодня скажем богу смерти. Да пошел он! Верно. Да, нас болтает на Алтае. Началось, да? А что, хорошо, свежо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро у нас будет впереди для всей лодки потом. Уровень сложности здесь практически нулевой. То есть, если все крепко держатся и слушают Дениса, то туристы даже из лодки не выпадают. В общем, безопасный отдых, но с мокрым эффектом. Водные препятствия, но их никак не обойти, в них придется заезжать. Это порог. Будете купаться? Вода супер, ребят. Солнышко, Алтай. Катунь. Покупаться нужно обязательно. Все, вот смотрите. Порядок. Исполняет. Вода ледяная! Правый назад, правый назад, левый вперед. О-оу! Бежим, 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 бежим. Отдыхаем! Отдыхаем! Московская сфера встречает нас легким бризом, провожает неожиданным сюрпризом. Это прощание было. И поднимаем весла. Ура! 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 Отдыхаем, ребят. Мы на Алтае, мы отдыхаем. Ну как? Бодрит! И самое главное, я надеюсь, ребят, что у всех эмоции положительные. Супер! Не знаю, слышно ли, как чавкают мои кроссовки. Ну, в общем, есть одна ошибочка. Лучше таки успевать после аэропорта переодеваться для такого спуска. Все мокрое насквозь. Цена рафтинга, мокрой обуви и эмоций от 1500 на человека. А мы прямо с реки отправляемся в Аил, чтобы увидеть, как живут алтайцы.
Заходим, кланяемся, выходим, кланяемся. Проходите, мои дорогие. А дальше? Так. Рассаживаемся, кому где удобно. Хозяйку дома зовут Коломбина, а ил, в котором мы все устроились, настоящий летний дом. Это не просто избушка, чтобы приводить туристов. Здесь семья и готовит, и ест, и отдыхает. Разожгу огонь, чтобы, как говорится, чтобы почувствовали по-настоящему, что вы находитесь именно в Аиле. Да, есть практика, например, в Монголии, в Тибете. Также и Алтай пьет чай с молоком и с солью. Ну, нам так кажется вкуснее. Женщина в национальном костюме рассаживает гостей, наливает чай и кое-что покрепче. Мужчина справа от меня, кажется, осознает, что это он удачно зашел. Турецкий all-inclusive здесь и рядом не стоял. Похожем принципе ямайский ром делают, ямайский ром. Мы удивились европейцы, когда вот такой вот вид брожения именно бактериальный, а не дрожжевой был. Потому что здесь молочно-кислая бактерия. Ни в коем случае ничего. Это вы уже по запаху поняли? Его еще пьют. С местным самогоном туристы открывают в себе творческих людей. Дальше мы переходим в мастерскую Коломбины. Встаем за стол. Здесь хозяйка покажет, как сделать флейту дождя. За основу, кстати, берем стебель ядовитого борщевика. Пока вся страна борется с этим сорняком, на Алтае из него делают сувениры. Сыпайте. Так. Это вот тоненький, который звук дает. А ей дадим еще вот такой, который погромче. Глухой звук будет. Спустя 20 минут мы все выходим от Коломбины. Жара, а для кого-то и самогон. Немного уставшие туристы собираются, чтобы заселиться в домике в лесу. Время 10 вечера, но новоселья, кажется, не будет. Турбаза засыпает. Смотрите далее в специальном репортаже, что такое Чуйский тракт и почему дорога стала достопримечательностью. С 8 утра я почему шепотом. Не все соседи едут сейчас вместе с нами, кто-то остается спать, а некоторые с рюкзаками уже идут к автобусу. Мы сегодня уезжаем смотреть на Чуйский тракт. У дороги цветы, туристы повязывают ленты на деревья, здесь рядом пасутся лошади и большие олени-моралы. Мы поднимаемся все выше, температура за окном микроавтобуса тоже растет. Раннее утро, но уже 38 градусов жары. У нас первая остановка, мы потихоньку набираем высоту, уже 1700 метров над уровнем моря. И, конечно, здесь есть интересная локация для туристов и, само собой, небольшой рынок. Футболки для фанатов Сибири, мед, травы. Уличные витрины буквально завалены сосновыми шишками и кедровыми орехами. Они стоят, кстати, здесь почти как в Москве, поэтому купить можно хоть в аэропорту, если нет желания поторговаться в придорожной точке. Выход из проблемной ситуации. Из любой. Да. И гарантия есть. Надо верить. Эту мастерицу в Панамке зовут Наталья. Она уверена, ее обереги по сотне за штуку будут посильнее тех, что продаются в Москве. Но если замечает скепсис на лице покупателя, то перестает предлагать. Гордая женщина остается под большим зонтиком на жаре. Какое хорошее место он нашел себе. У нас уже следующая остановка. Здесь такая, скажем, попсовая смотровая, где очень много людей. Но мы идем на ту, что более скрытная, и о ней мало кто знает. Отсюда можно увидеть, как я вот показывал, направо уходит старший перевал Чеки-Атаман. А левый Стефани. Дальше нас по Чуйскому тракту сопровождают коровы. Это, конечно, не Индия, но они спокойно перебегают трассу. Где-то вдалеке вырастают горы, и теперь уже точно ясно, это не просто путь до какой-то очередной достопримечательности. Это уже она и есть. Одна из самых протяженных достопримечательностей страны. Вот он, Чуйский тракт. Если раньше это была просто дорога, соединяющая Россию и Китай, то теперь она входит в топ-10 самых красивых дорог мира. И оно ведь понятно почему. Картина меняется каждые 10 минут. Если только что вы видели бескрайние зеленые луга, то следом буквально вырастают горы. Дальше настоящий серпантин, хотя мы не на Кавказе. Время 7 вечера. Мы, проехав почти 400 километров, нашли себе, кажется, новый дом. Здесь будем ночевать сегодня у подножия гор. И мы путешествуем уже 8-й день. Да, 8-й день путешествия. Мы приехали
Мы вообще в Новосибирск сначала прилетели. Потом ехали до Горно-Алтайска, потом посетили Белокуриху, а оттуда поехали вдоль реки Катун. Турбаза находится на берегу бурной реки. Шум от воды убаюкивает, и усталость берет свое. Спустя час никого из своей группы мы уже не видим на улице. А теперь вспомните, вы давно вообще засыпали под стрекотание сверчков, увидев перед сном звезды в небе и горы? Алтай с его замечательной территорией энергетика – это как раз то место, где можно, ну, так скажем, очистить свою ауру от городской суеты, шума и так далее, набраться новых сил и вернуться в город. Пятидневный экскурсионный тур на человека – это вот с проживанием, с трехразовым питанием, с оплатой всех экскурсионных сборов. Мы всегда говорим туристам, у нас в тур все включено. Этот тур такой обойдется в 42 тысячи рублей при стандартном размещении. Есть и более бюджетные программы от 23 тысяч рублей. Например, туристу останется только выбрать время, купить билеты и готовый тур. Собрать вещи на любую погоду, она меняется на Алтае резко, и можно ехать. Было у нас все хорошо. Весь этот негатив, все, что накопилось за эти переезды, перелеты. В синей куртке Сергей, наш гид. Каждое утро он проводит этот ритуал, настраивает группу на долгий переезд. Впереди у нас снова Чуйский тракт, горы и селфи, которым позавидуют инстаблогеры. Главное смотреть. Ой, машина. Да, иди посмотри, сейчас она проедет, еще посмотришь. Спустя еще 2 часа мы добираемся до точки и меняем транспорт. Здрасте. Здравствуйте. Тряска начинается мощная. Водитель увозит нас к местной легенде. Добраться, конечно, это отдельное приключение. Минут 15 тряски, и вот мы на Марсе. Так находчивые местные, увидев красные земли и скалы, прозвали эту территорию. А туристы тут же повалили сюда автобусами. Температура здесь уже значительно ниже, и можно забыть про вчерашние 40 градусов жары, накинуть теплую одежду и разглядывать виды, похожие на иллюстрации из марсианских хроник Брэдбери. Насколько я понимаю, Илон Маск, наверное, не пропускает ни одного выпуска специального репортажа, но в этом для него будет прям пасхалка. Вряд ли даже Илон Маск где-то такое видел. Что там, круто? Прикольно. Красное там. Прямо? Да, прямо. И там уже будем подниматься. Уже. Прямо и налево, Настя, сейчас. Нет, не сейчас. Вот здесь. Да, вот здесь сейчас будем с вами подниматься. Уже на обратном пути мы заезжаем на гейзерное озеро. Ярко-бирюзовая вода, которая не замерзает даже зимой, собирает тысячи туристов. Если послушать, можно услышать такие забавные истории о том, что сюда упал метеорит. О том, что там... Я даже слышал, как с научной точки зрения один из гидов пытался объяснить, что под низом находится литосферный хэсхэк. Вода подогревается, где-то там успевает остыть и потом бьет таким маленьким ключиком. Местные как-то стараются увязать здесь все с русскими сказками. Например, Аленушка явно, который просит не пить, иначе можно козленочком стать. Ну, а еще туристов просят не бросать в воду монеты. Есть же теория, да, что куда вы бросите монету, туда, к этим местам можно будет достаточно быстро вернуться. Так вот, гиды говорят, что самолеты все еще летают, машины ездят, поэтому лучше возвращаться с помощью транспорта, а не заброшенных в воду монет. Но при этом дно полностью усыпано монетами. Хватило бы на первый взнос на однушку ипотеку в Москве. Далее, как жительницы Алтая сделали легендарные блины и тут же собрали у своего села сотни туристов. Новое утро, и мы снова в пути. Впереди Телецкое озеро, но сначала остановка у места, о котором раньше знали только алтайцы. Какой бывает? Чай на травах есть, на корнях есть. На травах. На травах. Стакан такой 50 рублей стоит, такой 30 стоит. Какой? Гуляем 50.
Это еще один рабочий кейс, как привезти туристов. Обычная остановка и магазин обросли торговыми точками, где испекли пару раз блины с ягодами, и теперь за ними едут даже из соседних областей. Опять история про находчивость. Местные жительницы решили продавать блины со сливками, ягодами. И никто из других районов эту историю не принимает, а они успешно продают. И это, правда, очень вкусно. Это уже северо-восток Алтайских гор и Телецкое озеро, которое входит в список ЮНЕСКО. Разглядеть отсюда какие-то особые красоты сложновато, поэтому мы будем осматривать озеро с катером. Держимся за поручень и проходим внутрь. Можно прямо на борт, да, наступать. Чем еще известно это озеро? В одну из самых красивых точек на карте Алтая десятилетиями падают ступени ракет, которые запускают с Байконура. Но для туристов озеро – это возможность увидеть сразу 5 водопадов с воды и с суши. В нашем трипе по Алтаю остается последний пункт. Без моторафтинга мы не вернемся в Москву. Техника безопасности, жилет, мы садимся в лодку, а дальше ветер, вода, и если закрыть глаза, будто ты на курорте. Нас ждет дорога в аэропорт, туман, задержка рейса и мысли о том, чтобы вернуться на Алтай уже в отпуск. Ведь пока многие границы все еще закрыты из-за коронавируса и выбор стран для путешествий небольшой, Россия и внутренний туризм на волне. Каждый регион интересен по-своему. И где, если не на Алтае, вы сплавитесь с гор, переночуете в горах и заберетесь на лошадях на горы.